Всем большой привет, меня зовут Лада и добро пожаловать на YouTube канал «Любимое дело». Это видео не мастер-класс очередной по плетению из газетных трубочек, а некий такой творческий влог о том, как отдыхает плетун на даче. Газетные трубочки я готовлю для того, чтобы с мамой вместе сплести кашпо без дна на клумбу. А здесь я собрала все свои остатки, которые у меня были, поэтому трубочки все такие пестрые, обрабатываю их. И, конечно, Лёвыч очень чувствует то, что я куда-то собираюсь, и нервничает, и ходит за мной хвостиком, контролирует этот процесс. А в этом влоге я решила показать не все моменты моего дачного отдыха. Мне кажется, что многим просто они будут неинтересны. Сразу вот я пропустила дорогу на дачу, и хоба, я уже здесь собираю ягодки. Собираю жимолость. У нас 2 небольших кустика, у родителей 2 небольших кустика жимолости. И мне эта ягода очень-очень нравится. И я сразу, как приехала на дачу, сразу вместе с мамой мы стали эту ягодку собирать. Ее немного получилось, 2 кружечки, но все равно это радость и витаминки. Вот сколько у меня собралось ягодок. У нас тут совсем немного. 2 небольших кустика жимолости. Первый кустик, он дает сейчас совсем мало ягод. Мы уже практически их и съели вчера. Вот. А этот кустик чуть побольше ягодок дает. Ну, тут остались какие-то те, которые нужно, чтобы дозрели. Мама, как обычно, занимается обустройством, выдергивает сорняки. Ну, а я свое любимое занятие. Собирать вкусняшку и наслаждаться ей. Всем большой привет! Мы тут с мамой выбрались на прогулку, можно сказать, на охоту за земляникой. Обожаю эту ягоду, вот, к сожалению, у нас на огороде ее нет, поэтому приходится искать места, где она растет, ее можно собрать. Но вот в частности, где у нас дача расположена, земляника растет вдоль вот этих железнодорожных путей, по которым уже не ходят поезда, а ходим мы и собираем землянику. Ну и наслаждаемся пением птичек. Вот как я начала снимать, птички все замолчали. Здесь многие, кто ходит за земляникой, вот тут уже вообще пустой кустик. Уже все собрали. Называется «Кто успел, тот и съел». Мама, конечно, настоящий охотник. Она находит землянику в том месте, где вот я практически ее не вижу. А, нет. Сейчас я вижу. Вот мы пока вот столько набрали. Это вдвоем с мамой. Не сказать, что ее здесь очень-очень много, но она есть. Местами, конечно, она еще не совсем дозревшая. Всем приветики снова. Сегодня воскресенье, но уже вечер, уже где-то 9 час. Сегодня по прогнозу у нас обещали целый день дождь, но не сбылся прогноз. Все-таки солнышко у нас выглядывало, но единственное, что прохладно. Самое большое сегодня было где-то плюс 19, плюс 20 днем. Ну и сейчас где-то 17 градусов. Конечно, ночью уже прохладнее будет. Вот. Так что сегодня такое. Ягодки собрали, клубничку собрали, жимолость собрали. Не начинали плести еще ничего с мамой. Собираемся. Но это попозже будет. Попозже. Сейчас занимаемся вот таким делом огородным. И, конечно, пока первое время я просто хожу, наслаждаюсь, наслаждаюсь природой, цветами, которые здесь в огромном количестве представлены. Сейчас я вам покажу, кстати, некоторые интересные виды их. Среди всех прочих цветов, которые у мамы есть, там розы, колокольчики, пионы, лилии. Покажу вам вот один такой интересный цветочек. Мама привезла, я так и не поняла, семена или вот эти вот саженцы из Финляндии. Ой, солнышко, солнышко у нас. Очень интересные соцветия, цветочки такие, как кубышки, но пахнет этот цветок ужасно. Вот как сырое мясо. Мы так думаем с мамой, это сделано для того, чтобы отпугивать насекомых. Хотя вот пока я снимаю, там один муравьишка-то бегает по цветочку. Вот он, путешественник. Еще один из интересных цветков. Я, честно, не знаю названия. Это вот такой вот желтый цвет.
очень красивый, интересный. Вообще каждый цветок по-своему уникален. Вот его можно разглядывать. Это просто произведение, божественное произведение искусства. Пахнет, ну так, легенький такой цветочный аромат. Он высокий, где-то метров 90 в высоту этот цветок, такой кустик. А здесь у нас растет плетистая роза. Мы устанавливали специально под нее арку. И она по этой арке взбирается, растет. Скоро уже будут цветки. Вы посмотрите, какие большие соцветия, сколько будет цветов. Просто восхитительно. В домике у нас уже прохладно стало. Печку топим сегодня. Я вот первый раз растопила печку сама. Вроде первый раз. В этом году? В этом году, да. Так, давай-ка мы ее туда задвинем. И закрываем. И закрываем. Мы сейчас собираемся с мамой плести. Наша задача сплести кашпо без дна. Я взяла все необходимое с собой. У мамы здесь на даче есть вот такая минажница. Минажница или что это? Поднос? Поднос, наверное, считается. Он, значит, такой вращается. На него мы поместим вот этот картон и закрепим. И, соответственно, сюда поставим кирпич. Я думаю, что он выдержит, да? Выдержит. Но сейчас мы будем что-то придумывать. Вот мама у меня. Так, и с собой я взяла, соответственно, все причиндалы, все инструменты. Сейчас покажу. Ну, трубочки. Трубочки, вот они уже не первый день на даче. Они у меня, как сказать, в морозилке отлеживались. И здесь вот эти все необходимые инструменты. Так, кисточка для лака, секаторы. Вот эти всякие крючки, не крючки, ПВАшка, шило. Еще ножницы и еще бокорезы. Вот, сейчас начнем устраивать вот эту конструкцию и потом уже будем плести. В общем, все мы переиграли. Нам не очень понравилась вот эта подставка, потому что, видите, она очень шаткая. Я вот пыталась разобраться, почему она такая шаткая. Ну, ладно, уже тут нету времени разбираться. Пока хорошая погода, мы начнем заниматься этим делом. Кирпич, ну, половину кирпича. Значит, вот эта картонная заготовка, видите, я уже заранее проделала дырочки в ней под отверстия самих трубочек. И сверху кирпич, чтобы, соответственно, эту картонную заготовку как-то утяжелить. И сейчас мы берем трубочки. Бери, мам, трубочки, доставай. Мы сейчас по каждой трубочке, да, вот так вот доставай. И мы сейчас вот каждую трубочку будем вставлять вот таким образом. Она, видите, до упора. Ну, можно не до упора, даже чуть-чуть вот так, чтобы у нас была подвижность, да. Все, и вот по кругу пошли эти трубочки вставлять. И до упора тут буквально, потому что нам там нужно будет сделать загибку. Вот, на загибку буквально 5 сантиметров нам понадобится. Значит, трубочки мы вставляем вот этим концом вниз, мам. Не широким? Широким, да, который у нас там, ага. Я уже переделаю, давай следующую. Вот. Ну, посмотрим. Первое мамино плетение, да, мам? Твое первое? И последнее. Я плела этот... на браслет на мастер-классе, да, точно. Так что мама уже у нас знает толк. В общем, конструкция наша готова. Трубочки мы
подставили в проделанное отверстие. Вот они, вот сантиметр не докасаются поверхности, чтобы как-то была подвижна вот эта основа. И сейчас мы будем, как мама меня поправила, в 4 руки плести. То есть она начинает вот отсюда, я начинаю вот отсюда. Соответственно, плету веревочкой в 2 трубочки, и она веревочкой в 2 трубочки, и вот так вот по кругу начнем. Ну вот мы начали плести. Это у нас мамина сторона, мамино начало. Мы начали плести простой веревочкой в 2 трубочки, без всяких премудростей. Подставили одну за стойкой, вторую за стойкой и начали плести. Ну вот так мы и продолжаем плести. Мама спрашивает, целый ли день мы будем плести. Но я, конечно, ее не стала пугать. Говорю, что всего несколько часов. Ну, а может и целый день даже, но с перерывами. Вот сейчас, например, я иду смотреть печку. Она у нас топится, чтобы ничего из нее не выскочило. Ну, посмотрим там просто какие дела. Вот, а мама пока плетет. Ну, а потом я присоединюсь, свою буду сторону плести. Ну что, дело у нас двигается. Уже пошел 3-й ряд. Сейчас мы добавляем дополнительные стойки. И продолжаем плести. Ну, вот хороший вопрос мама задала. Я сейчас даже отвечу на камеру. Чем я делала отверстие в этом картоне? Ну, во-первых, картон у меня гофр-картон. Толщиной где-то 1 сантиметр. Такой достаточно прочный лист, большой. Сначала я, естественно, нарисовала на картоне, да, ту как бы форму, которая у меня форма будет вот этого дна, ой, кашпо. И потом по вот этим линиям я делала дырки. Дырки сначала я делала шилом, ну это такой простой вариант. И потом шило у меня достаточно тоненькое. Я потом эти дырки расширяла вот таким крючком. Ну, неважно, чем вы расширяете, важно то, чтобы отверстие в этом картоне было не больше, не меньше толщины самой трубочки. То есть в идеале отверстие должно подходить прямо под эту трубочку, чтобы когда вы ее вставляете, она вот так не болталась туда-сюда. Вот у нас уже дело продвигается, уже 5-й ряд пошел. Мы плетем дальше. Но, соответственно, мы следим, чтобы вот эти стенки не заваливались, да. Ну, что ты сядешь помогать-то? В общем, мама сдалась или слилась, не знаю что. А тут не видно. Это Рыжукин. Такой Рыжукин. Вот тут его, да, уже не видно. Видно только меня. Ну что, показываю, что у нас получается. Уже по высоте, уже близко к окончательному результату. Мама, конечно, отходила, тут и картошку чистила, и за молоком ездила. Так что, конечно, и я тоже поплела. Вот такая красота получается. Тут маме говорю, чтобы держала стоечки хорошо, ровненько. Да, ну вроде ровненько получается, да. Плетем мы без формы. Вообще, если сделать прочные, хорошие стоечки, то без формы очень даже такие вещи получаются легко. Да? Тебе легко плести? Нормально. Нормально. Устала? Нет. Нет, хорошо. Че я там устала, если... Поделюсь впечатлением, плетением на свежем воздухе. И я советую всем, у кого есть возможность, выбирайтесь на свежий воздух и плетите. Но это совершенно не сравнится вот то, что ты плетешь в помещении, в квартире, да, в доме. Ну, это совсем не то. Тут птички поют, природа. Вот у нас тут малинка. Малинка созревает. Всякие огородики. И тут, конечно, свежий воздух, ветерок, солнышко ласкает твою кожу. А что ты, наливай клей сюда. И плетение. Как хорошо. Уже скоро-скоро подойдем к концу. Так.
Там, где наращивание, придерживай. Ага, делаешь виток и придерживай наращивание. Ну что, у нас практически готово кашпо. Мы проплели столько по высоте, сколько нужно. О, сколько у нас обрезков тут получилось. Делаем загибку. Я знаю, что некоторые такую загибку очень любят. Пока мы плели, конечно, вот эти вот стойки, они высохли, поэтому я не стала их менять на новые. Мы сейчас из этих же стоек делаем эту загибку, но перед тем, как вот так сгибать их, мы в этом месте немножечко пальчиками разминаем, чтобы они у нас сгибались без образования заломов. Вот. Потому что пока мы плели, у нас тут солнышко выглянуло. Вот, и все высохло. Ну что, получается? Но мама старается, молодец, у нее так хорошо все получается, класс. Так, ну что, кашпо почти у нас готово. Сейчас мы должны отделить вот эту часть картонную от самого кашпо. Сделать это очень легко. Она очень легко отделяется. Как я уже говорила, главное сделать отверстия такие, чтобы трубочки не туго входили, ну и не вылезали быстро. Все, никаких мучений. Кашпо примерно у нас готово. Единственное, что, значит, мы вот здесь сейчас делаем загибку, ну и, соответственно, те трубочки, которые мы просто подставляли, я их тоже сейчас уберу, и все. Ну что, кашпо наше практически готово. Сделали мы загибку с этой стороны и с той стороны. И сейчас мы его лакируем. Вот пока мама лакирует, я расскажу пару слов. Значит, кашпо будет находиться на улице. И, соответственно, нам его нужно сделать прочным, чтобы оно не боялось у нас ни плесени, ни грибков. Изначально я трубочки обработала лаком Текс для саун. Он от плесени и грибков как раз. И это кашпо можно прогрунтовать, чтобы была прочность. Но мы его лакируем паркетным лаком. Я с собой привезла небольшую такую баночку паркетного лака. Весь лак не стала привозить на дачу. Вот. И паркетный лак, он дает очень хорошую прочность. Про паркетный лак я показывала в одном из своих видео. Ссылочку в описании оставлю, где я его показывала. Вот так. Даже побольше можно, да. Вот так наносим, лакируем. У нас, кстати, трубочки остались от плетения кашпо, я больше взяла. Так что можем еще что-нибудь сплести из тех трубочек. Ну и показываю вам окончательный результат того, что у нас с мамой получилось. Вот такое, можно сказать, дачное кашпо готово. Здесь оно пестрое, вообще интересная расцветка у него, потому что оно здесь соткано, сплетено из всех остатков трубочек, которые я насобирала за какое-то определенное количество времени. Маме понравилось. Планируется здесь еще такие кашпо разместить. Но здесь пока такая пустая территория, пустая клумбочка. Мама что-нибудь такое интересное придумает, посадит. И еще будут кашпо такие. Пока в этом кашпо растет роза. Но мне кажется, здесь оно смотрится интересно, на своем месте. Вот такая у нас погодка уже который день. Прохладно. Мы тут с мамой ходим, выносим на помойку мусор в курточках. Какое прекрасное лето, да? Основное дело дачного отдыха сделано, кашпо готово. И сейчас я просто вам показываю кадры из природы, цветочки, которые у мамы на огороде здесь растут. К сожалению, в этом году не очень много цветов. Лето получилось достаточно дождливое. Мы практически каждый день топили печь, чтобы прогревать наш летний домик. В среднем температура держалась где-то плюс 14, плюс 17, плюс 18 градусов. Только вот в последний день, когда мне уже уезжать, вышло солнышко и было тепло, плюс 24 градуса. Да, но с этим, конечно, ничего не поделаешь, потому что это Ленинградская область, это не юг, это северо-запад.
мы уже немножечко привыкли к такой погоде, хотя нет, я вру вам, я вот не привыкла к такой погоде, мне очень хочется тепла, солнышка, жары, но что есть, то есть, конечно, я тоже и этому благодарна. Зато, конечно, я понаслаждалась растопкой печи, это мой самый любимый процесс, еще смотреть на огонь, это, конечно, было своего рода медитация. Я очень буду надеяться, что такого формата видео вам понравилось. Обязательно пишите свое мнение в комментариях. Конечно, влог такой получился немножечко сумбурный, я не все моменты решила вам показать. Мне кажется, что многим моменты влога, моменты бытовой какой-то жизни моей будут неинтересны, но тем не менее обязательно напишите в комментариях ваше мнение, понравилось, не понравилось. Кстати, маме понравилось плести, но почему-то я не смогла ее заразить этим делом. Странно. Ну да ладно. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал, здесь вы найдете много всего интересного и полезного, и я желаю вам легкого плетения вдохновения, увидимся очень-очень скоро в следующих видео и трансляциях. Пока-пока!